Что ж, я не перестаю удивляться, как у нас все продолжает развиваться и куда мы с вами движемся. Я только недавно выпустил видео с драмой, как нам мешают играть в кубики, ограничивают нам доступ, блокируя разные ресурсы. А тут все идет дальше. Да, вновь привет РКН, который теперь хочет нам ограничить и Modrans. Но тут все куда тупее и абсурднее, что в блокировке в итоге виноваты меньшинства и Modrans, которые сами допустили ошибку. И теперь мы, около миллиона пользователей из РФ, потеряем к нему доступ. Приветик, друзья, я Эндендена. Я готовлю для вас интереснейший 30-минутный контент, но пока тут возник очередной инфоповод, который меня и вас определенно беспокоит. Хотя бы по опросу в моем телеграме, большинство пользуется именно Modrans'ом. Ссылка на мой ТГК в описании, не забываем подписываться, ведь уток много не бывает. Давайте объясню вам, что и как тут происходит. Modrans – крупнейшая платформа скачивания различного контента для Майнкрафта. Моды, плагины для серверов, текстуры и много всего прочего. Эта платформа для кубиков способна привлекать реальные инвестиции в миллионы долларов. На ней находятся десятки тысяч официальных авторов, которые разрабатывают самые известные моды и в первую очередь грузят их именно сюда. Вообще имеется всего две платформы для Майнкрафт-контента – CurseForge и наш герой Modrans. С курсом связаны различные конфликты, недовольство авторов, создателей модов, тот же инцидент с фрактурайзером, что в конечном итоге многие авторы перешли именно на Modrans. Вероятно, что дело в том, что Modrans более удобен и понятен, лоялен к аудитории, а также предоставляет возможности авторам и креаторам монетизировать и зарабатывать на своих проектах. Плюс у них очень удобное приложение для создания сборок и установки модов. У вас теперь есть понимание всей серьезности и масштаба, что это классные ребята, но всего этого мы можем лишиться уже в ближайшие дни. 1 октября Modrans публикует у себя на сайте новость о том, что к ним обратилось российское правительство с требованием ограничить контент ЛГБТК+ на их сайте для российских пользователей. Modrans зарегистрированы в США, Аризона. Как вы понимаете, они вообще могли забить на сообщение, поступившее от РКН, ничего не делать, и мы бы с вами тихо потеряли доступ. Но они обратили на это внимание. Тут еще более забавная ситуация, что, как говорят, РКН вообще не парится, отправляя письма с иностранным компаниям на русском языке. Тот же Пугод в своем рассказе об этом заявлял. Понимаете? Почему это удивительно? Потому что мы знаем из истории с блокировкой нашего любимого 7TV, что РКН абсолютно на пофиг рассылает уведомления о блокировках на русском языке. Представляете себе, да, как это выглядит? То есть представьте, что вам на почту придет, ну я не знаю, письмо на арабском. Вряд ли вы решите, что это что-то важное. Полный рассказ от Пугода по этой ситуации и запись стрима вы сможете найти у меня в телеграм-канале. Подтверждений подобного не так много, но есть пару записей в дискорде проекта 7TV. Ресурс со смайликами для Twitch, YouTube и Kik, которые ранее заблокировали в РФ из одного эмодзи ЛГБТ-тематики. Спасибо Феликсу. И значит, Modrans подошли к этому серьезно. Несколько часов их команда занималась обдумыванием ситуации, и они приняли решение, что спасут российских пользователей. Они решили ограничить доступ всего к 4 проектам, по которым и были требования от РКН. И казалось бы, все, проблема решена, требования выполнены. Но этим они допустили большую ошибку. Пытаясь усидеть на двух стульях, они в итоге не усидят ни на одном. Заблокировав эти проекты для РФ, они вроде как пошли навстречу пользователям, что мы, ребята, вас не бросим, мы против цензуры. Даже несмотря на то, что мы получаем с России копейки, но тратим на это большие деньги. Но зачем-то они решили объявить об этом в своем новостном блоге. Ведь все должны знать, что они борются с цензурой и не кидают авторов. Но произошло следующее, что после их поста, естественно, твиттерские подняли волну отмены и начали призывать разработчиков уходить с Modrans. Также отмечу, что я лично против различных ущемлений, ограничений и цензуры, особенно что на Modrans'е не было как таковой пропаганды, а лишь контент, которым делились авторы. И это уже полный бред, что ограничивается уже конкретно самовыражение людей. Но в то же время меня очень беспокоит момент, когда организации, независимые, как они себя называют, начинают подстраиваться и пытаться угодить некоторым объединениям. Но главное, что эти объединения начинают влиять на принятие решений. Как и произошло в нашем случае. Начался срач и волна отмены. После чего Modrans поняли, что это им не подходит и нужно бы все переиграть. Отстаиваем наши ценности. 2 октября они выпустили новость с таким заголовком, где объяснили, что допустили ошибку и эти действия не совпадают с их ценностями. Решение подчиниться, даже кратковременно, было ошибкой. И мы очень просим за него прощения. Что теперь? Мы решили откатить прошлое решение. Все 4 проекта будут восстановлены. И понятное дело, теперь требования РКН не выполняются, и Modrans, логично, в скором времени должен быть заблокирован. Modrans точно правы в том, что рано или поздно Modrans будет заблокирован российским правительством, вне зависимости от того, были бы выполнены требования регулятора. Они найдут за что заблокировать. По итогу мы имеем уже начавшуюся волну отмены и бан всего Modrans в РФ в ближайшее время. К чему мы по итогу пришли-то?
Да, некоторые пользователи уже привыкли не выключать программу на 3 буквы. После блокировок YouTube, Discord, тикитоков. Но часть людей просто играют в кубики, они не умеют в ваши прокси и не захотят забивать себе голову лишними проблемами. Но самое неприятное, что после блокировки Modrens пользователи уйдут на какие-нибудь левые ресурсы, где уже отсутствует модерация проектов, проверка на вирусы, а также достойная мотивация авторов в виде монетизации. Такие дела. Главное, не отчаиваемся, ведь я верю, что лучшие времена еще впереди. Но драма у нас не кончается. Ждите от меня новый видосик в ближайшее время. Подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. А также залетайте ко мне в Telegram и Discord по ссылкам в описании. У микрофона был МДН Дэна. Я с вами не прощаюсь. Всем удачи и до скорого.